Всем привет! Посмотрите, что за удивительное волокно у меня в руках. Легкое, как воздух, мягкое и пушистое. Я сжимаю его, смотрите, а оно мгновенно расправляется. Вы догадались, что это? Это самый дорогой, самый редкий и самый теплый утеплитель на нашей планете. Пух Гаги. Пуховик из него может стоить от $5000, и купить его совсем непросто. Сегодня я расскажу вам об этом удивительном утеплителе из дикой природы. С давних пор одной из главных человеческих потребностей было тепло. Для того, чтобы согреться, человек использовал все доступные в природе материалы. Это кожа и шерсть животных, пух и перья птиц. Но со временем большинство натуральных природных утеплителей были заменены современными синтетическими эквивалентами. Но исключение составляет птичий пух. Его главные достоинства – это легкость, чрезвычайно высокие теплоизоляционные характеристики, способность сжиматься, а затем восстанавливать свой объем и долгий срок службы. Бесспорным лидером по качеству является гагачий пух. Пух гаги и казарки – единственный пух, который получают от живой и неощипанной птицы. Гагачий пух уникален во всем, от характеристик до методов сбора и обработки. Это единственный вид пуха, который добавляют в изделие без примеси пера. Это в прямом смысле продукт дикой природы, в отличие от пуха, который получают от птиц, выращенных в неволе. Гагачий пух – это роскошь в чистом виде, абсолютный эксклюзив. Ведь пух, который собирают во всем мире за год, можно уместить в один небольшой грузовичок. Это всего лишь от 3 до 3,5 тонн. А значит, изделие с гагачьим пухом гораздо большая редкость, чем, например, Rolls-Royce. Все изделия из него выполняются только под заказ, за малым исключением, и доступны очень состоятельным людям. Мировые классики не раз упоминали пух Гаги в своих произведениях. Так Виктор Гюго в романе «Собор Парижской Богоматери» сравнивал гагачий пух с легкими пушистыми облаками. А Антон Палыч в рассказе «То была она» сравнивал с гагачьим пухом женские ручки, мягкие и легкие. Кто же эта птица Гага? Гага обыкновенная или Самотерия малиссима по латыни, крупная морская птица семейства утиных, распространенная вдоль северных побережий Европы, Восточной Сибири и Северной Америки. Название рода происходит от двух древнегреческих слов – сома, которое переводится как тело, и ерион, что переводится как шерсть. Название малиссима переводится как очень мягкий. Большую часть жизни птица проводит в море на небольшом расстоянии от берега. Гнездится колониями во всем арктическом регионе нашей планеты, на островах Северного Ледовитого океана и северных широт. В России гага встречается на Белом и Баренцевом морях, на Ямале и северном побережье Тихого океана вплоть до Камчатки. Популяция гаги в одном только Белом море достигает 50 тысяч особей. Гага – самая северная дикая утка. Условия ее обитания таковы, что требуют совершенных систем сохранения тепла. И за это отвечает пуховая часть ее оперения. Гнездовой пух, растущий на брюшке, по своей структуре очень сильно отличается от пуха на других частях тела. Он более длинный. Вместе с густым оперением и слоем подкожного жира этот пышный пух, густо одевающий брюшко птицы, является одним из приспособлений птицы к жизни на ледяной воде, холодных скалах, на снегу и на мерзлой почве арктических побережий. Пух обладает исключительной легкостью и малой теплопроводностью. Гагачий пух единственный, который получают исключительно от самок, тогда как пух домашней птицы берут и от самок, и от самцов. Самцы гаги имеют бело-черное оперение, а самки темно-коричневое. Поэтому пух гаги всегда коричневый, в отличие от белого гусиного пуха, не перепутайте. Это оперение идеально для маскировки на гнезде. Каждый год в июне взрослые гаги выходят из океана на берег, чтобы устроить гнездо и отложить яйца, а затем с вылупившимися птенцами возвратиться обратно в море. После брачного периода в июне самки приступают к кладке. Каждая самка выбирает себе подходящее место и выдавливает в почве лунку, в которой откладывает яйца. Пух, который служил ей защитой в мороз, теперь мешает ей высиживать яйца, и поэтому самки сами, жертвуя своим теплом, выщипывают самый нежный и лучший пух у себя с брюшка, освобождая наседное место. Выщипанным пухом для утепления самка выстилает гнездо. Гага предпочитает откладывать яйца в одном и том же месте. Она находит ту самую ямку на том самом малюсеньком островке в море, где была в прошлом и в позапрошлом году.
Гнездо чаще всего прячется между камнями, в траве или в еловом стланнике. Так оно будет незаметно для хищников. Птенцы появляются через 20-25 дней. Именно в этот короткий период человек может собрать пух, не причинив птице вреда. Столетиями гагачий пух считался сокровищем среди викингов, русских царей и средневековых сборщиков налогов, которые принимали его в качестве подати. Археологические раскопки Норвегии говорят о том, что викинги брали на свои дракары одеяло на гагачьем пуху. А судя по находкам времен каменного века, на территории нынешней Финляндии гагачий пух уже использовался и в одежде. Ученые полагают, что уже в 15-16 веках исландские заготовители устраивали так называемые гагачьи фермы для сбора пуха и активно торговали этим товаром с Англией. Заготовкой пуха занималась и Россия. В XVI веке поморы принимали участие в заготовке пуха на Шпицбергене, а в XVII веке среди товаров, которые русские купцы завозили в Голландию, значился и птичий пух, вероятно, гагачий. Наиболее ранние письменные упоминания Гаги содержатся в записях, оставленных монахом и епископом Кутбертом Ландисфарнским, жившим в VI веке. Он уединился в пещере на одном из островов Фарн, где занимался содержанием и разведением этих уток и использовал их пух для своих нужд. Поскольку остров часто посещали пилигримы, Кутберт написал правила, регулирующие охрану гнездовий гаг и других морских птиц. Эти правила считаются первым в мире известным законодательным актом об охране природы. В большинстве же случаев коренные народы севера России, Шпицбергена и других стран добывали пух абсолютно варварскими методами. Когда на земле, где гаг традиционно рассматривали исключительно как пищевой ресурс, приходили торговцы, скупающие пух у местного населения, аборигены, не имеющие ни культуры сбора пуха с сохранением гнездовий, ни законов для охраны гаги, начинали неограниченный сбор пуха, приводивший к уничтожению птиц и гнездовий. Поскольку все это происходило на весьма обширных территориях, то и разрушительные последствия становились заметны далеко не сразу. Варварски собрав пух на одном гнездовье, сборщики просто переходили на другой остров, не будучи ограничены правом частной собственности на землю. Наглядный пример такой ситуации есть в истории Гренландии, где инуиты начали собирать пух лишь тогда, когда на него появился покупатель – датская торговая компания. Статистика этой компании показывает, что за 100 лет добыча гагачьего пуха в Гренландии уменьшилась в 20 раз, что свидетельствует о катастрофическом снижении численности гаг. Аналогичная ситуация возникает тогда, когда коммерческий сбор пуха начинается на землях вообще не заселенных, куда сборщики наезжают просто вахтовым методом. Где же сегодня добывают гагачий пух? 90% гагачьего пуха поступает на рынок из Исландии. В Канаде, Норвегии и на Шпицбергене суммарно добывают не более 150 кг в год, а в России чуть больше 100 кг. Для всех стран, кроме Исландии, этот промысел коммерчески невыгоден из-за сложностей и небольшой прибыли. Норвежцам, где гаги очень много, с лихвой хватает и своей нефти. Россия до революции была крупным сборщиком гагачьего пуха для нужд собственного производства и импортером, скупавшим гагачий пух, производившимся в том числе и в Исландии. Уважающие комфорт богатые купцы России спали на мягких перинах и подушках с гагачьим пухом. Сейчас, когда мы говорим о гагачьем пухе, мы в основном подразумеваем Исландию, где сбор пуха – традиционный промысел уже более 1000 лет. И уже почти столетие гага в Исландии является охраняемым видом. В странах, где коммерчески собирают пух, его собирают только на частных или арендованных территориях, кроме России. А значит, у каждого места сбора есть хозяин, который не только получает прибыль от пуха, но и несет персональную ответственность за состояние гнездовья. В Канаде, например, для сбора пуха даже на частной территории необходимо получить разрешение не только от владельца земли, но и от службы дикой природы. Причем действительно это разрешение только 1 год. Природоохранные законы в Финляндии и в Эстонии вообще запретили сбор гагачьего пуха и высадку на острова в период гнездования. На Шпицбергене происходит выдача губернатором лицензии на сбор пуха конкретному человеку на определенный участок, не входящий в частное владение. В течение 10 дней после истечения срока лицензии промысловики обязаны предоставить в администрацию губернатора отчеты о результатах добычи. За нарушение этих правил виновных подвергают наказанию в виде штрафа или тюремного заключения сроком до 1 года. Примечательно, что желающих собирать гагачий пух на Шпицбергене почему-то находится немного, несмотря на высокую численность гнездящихся там гаг. Например, в 2016 году были выданы всего 2 лицензии. Местный закон Исландии разрешает сбор пуха в период гнездования.
Здесь земля и все острова принадлежат частным людям, и весь пух собирают на территории частных ферм. Хозяева ферм делают все возможное, чтобы сохранить и приумножить число гнездящихся у них птиц, ведь это как бы их птицы, и в случае исчезновения их ни в каком другом месте собирать пух они уже не смогут. Большинству таких ферм 100 и более лет. И если бы сборщики пуха работали неправильно, то и гаги, и сами фермы давно бы разорились и исчезли. Места гнездования гаг всегда охраняются. Причем не только для того, чтобы предотвратить разорение, но и чтобы минимизировать беспокойство птиц. Даже там, где пух собирают в середине гнездования, посещение гнездовой территории сведено к минимуму и строго запрещено для посторонних лиц. Во время инкубационного периода фермеры посещают свои острова и собирают гагачий пух. Во время сбора люди обязательно заменяют пух сухим сеном. Это очень важно. Этот метод опробован столетиями и не причиняет вреда ни птице, ни ее потомству. Сено для подмены собирается поблизости от районов гнездования. Из-за пышности гагачьего пуха кажется, что в гнезде его много, но это не так. Максимальная масса чистого пуха в одном гнезде около 20 грамм. Как вы думаете, сколько в этой куче пуха? А здесь всего лишь 17 грамм. Вот такой он пышный. Но правда это очищенный пух, а из гнезда собирают пух-сырец, или так называемый грязный пух. Максимальная масса чистого пуха в одном гнезде 20 грамм. В среднем для получения 1 килограмма пуха-сырца нужно собрать 70 гнезд. То есть вес чистого пуха в гнезде в среднем составляет около 14 грамм. Сборщики пуха оберегают колонии гаги от ее естественных врагов – норок, лисиц, ворон, чаек, и устанавливают по периметру отпугивающие предметы, вроде ярких флажков или громыхающих металлических предметов или пугала. Целые поколения исландской гаги так привыкли к защите со стороны человека, что ищут новые места для гнездования вблизи от него. Сбор пуха – самый первый этап в технологической цепочке его обработки. От скорости сбора и доставки гагачьего пуха-сырца на пункт переработки полностью зависит его качество. Высококачественный гагачий пух нужно собрать и переработать очень быстро, до конца сентября. Все, что обработано позже, имеет среднее и низкое качество. Фермеры собирают пух по-разному. Кто-то собирает пух в 2 этапа, в середине периода насиживания и после его окончания, когда выводок покинет гнездо. Если забрать пух в начале насиживания, птица просто не вернется в гнездо, поэтому собирают его через 10-14 дней после того, как птица села на яйца. Если в гнезде есть птенцы, то подходить к нему категорически запрещено. Фермеры изымают пух, заменяя его сеном, когда самка отправляется на кормежку, укрыв гнездо пухом. Если самка не покидает гнездо, ее руками аккуратненько снимают с него, чтобы извлечь пух. И тогда она ждет неподалеку, чтобы, когда уйдет человек, вернуться и продолжить насиживать яйца. Птицу это не тревожит, это уже доказано тысячелетиями, так как она возвращается на прежнее место на следующий год. Второй раз весь оставшийся пух забирают после того, как птенцы оперились и покинули гнездо вместе с родителями. Некоторые же фермеры собирают пух только после того, как гага с птенцами покинет гнездо, чтобы не тревожить птицу в самый ответственный момент ее жизни. Ну, конечно, это более гуманно по отношению к птице, но качество такого пуха гораздо ниже. Ведь в погоне за прибылью у многих сборщиков нет времени ждать. Все хочется взять. Ведь после того, как птица почти месяц сидела на гнезде, которое лежало на земле, пух становится очень грязным. Его мочит дождями, сдувает ветром. В общем, собирать пух после ухода птиц с гнезда людям невыгодно. А значит, они идут собирать пух в то время, когда гаги еще сидят на гнездах. Но если собирать цивилизованно и по отработанным столетиями правилам, это не вредит птице. Пух-сырец, собранный из гнезд, ничего не стоит. Он никогда не бывает чистым. В нем запутываются фрагменты подстилки, мох, травинки, листики, хвои, веточки, водоросли и рыбные кости, которыми кормится птица. После вылупления птенцов к этому добавляются еще осколки скорлупы и оболочки. Часто пух испачкан пометом, поскольку при внезапном появлении опасности самка взлетает с гнезда в качестве защиты от хищников, обдавая его струей жидкого и очень резко пахнущего помета. Помимо этого, в пухе живут клещи и блохи, паразитирующие на птицах. В общем, пух-сырец представляет собой грязную, тяжелую, сырую и дурно пахнущую массу,
содержание, собственно, пуха в которой не превышает 10-11%. Ну а как обстоят дела в России со сбором гагачьего пуха? История сбора гагачьего пуха в России крайне печальна. Варварский сбор пуха с одновременным разорением гнезд и уничтожением практически беззащитных гаг, сидящих на гнездах, к началу 20 века привел гагачье гнездовье России на грани уничтожения. Отсутствие персональной ответственности за определенные участки позволяло сборщикам не задумываться о последствиях своей деятельности и, разрушая одно гнездовье, переходить к следующему. Ситуацию спасло создание заповедников. На их территорию всем желающим вход стал запрещен, а сбор пуха проводился под научным контролем. В 1930 году в СССР в Кандалакшском заливе появился заповедник, устроенный специально для гаги. Сбор пуха узаконили, а собранный пух сдавали государству, и он шел на пошив снаряжения для летчиков и полярников. Сбор прекратился в 90-х годах, и сейчас гаг только считают, а сбор пуха на территории заповедника запрещен. В России отсутствуют законы, регламентирующие сбор гагачьего пуха, что создает отличное поле деятельности для сборщиков, которые руководствуются исключительно коммерческими интересами. Здесь полностью отсутствует то главное, что является основой работы с гагачьим пухом и в Исландии, и в любой другой стране. Арендованные или частные территории для сбора пуха, охрана гнездовья, их строгое разделение между сборщиками и персональная ответственность за каждое гнездовье. Поэтому и методика сбора пуха часто получается совсем не исландская, а дикая, которая нарушает популяцию гаги. В основном компании, занимающиеся сбором пуха в России, осуществляют бесконтрольную эксплуатацию так называемых ничейных земель. Но в некоторых регионах России гага занесена в Красную книгу, и сбор пуха там запрещен. Излюбленным местом работы сборщиков стал Онежский залив Белого моря. Это огромная акватория площадью более 12 тысяч квадратных километров. В акватории расположено около 1900 островов разного размера, где гнездятся до 5500 гаг. Из них около половины на Соловецком архипелаге. Острова Онежского залива привлекают сборщиков большим количеством гнездящихся гаг и тем, что большая часть залива не входит в состав охраняемой природной территории. Вот она, та самая дикая природа, где все общее и все ничье. Сегодня только 3 небольших компании в России занимаются сбором и переработкой гагачьего пуха, а также производством изделий из него. Из них стоит выделить арктическую пуховую компанию, зарегистрированную в городе Кемь, сотрудники которой самостоятельно осуществляют сбор пуха гаги и белощекой казарки на островах Белого и Баренцева морей. Ссылку на эту компанию я разместил в описании видео. Компания имеет российский патент на технологию обработки пуха. Эта компания долго и безрезультатно пыталась законодательно регламентировать сбор пуха на этих территориях, но ВОЗ и ныне там. Тем не менее, процесс сбора пуха они проводят по всем исландским канонам. В экспедициях по сбору обязательно участвуют орнитологи, производится охрана гнезд в первый триместр насидки, обязательно замена пуха соломой или сеном. Орнитологи производят контроль популяции гаг на всех островах, считают количество разоренных и недосиженных гнезд. Помогают сборщикам российские биологи-орнитологи. Александра Горяшко, например, автор многочисленных публикаций и книг о гаге, которая много лет максимально вовлеченно занята их исследованием. И Йон Свенсон, исландец, бывший морской офицер, владелец фермы в Исландии, производитель и разработчик оборудования для очистки гагачьего пуха. Он много лет посвятил себя этому промыслу, в том числе и в России. Стоит также отметить, что это единственная в мире компания, собирающая пух белощекой казарки, которая обитает и гнездится на берегах морей Северного Ледовитого океана. Ее пух по свойствам мало отличается от пуха гаги, но сбор и обработка являются более трудоемкими. Единственное место в мире, где разрешен сбор пуха казарки, это остров Колгуев в Баренцевом море. И хотя из этого пуха можно производить изделия не менее теплые, чем из гагачьего пуха, ну, например, в пуховике на пуху казарки вам будет комфортно до минус 40 градусов. Об этом материале людям мало что известно. Ну, в общем, пиар не хватает. Ежегодно в конце мая компания отправляет на острова экспедицию сборщиков, которые добывают 30-50 кг чистого пуха. Ну, стоит подытожить, что деятельность любых компаний, каких бы благих намерениях они ни заявляли, безусловно, должна контролироваться органами власти в сотрудничестве с профессиональными орнитологами. В первую очередь необходима подготовка и принятие законов, которые регулируют сбор пуха и система контроля за их выполнением.
На этом мы заканчиваем первый выпуск о пухе Гаги, но ровно через неделю мы встретимся снова, и я расскажу вам, как перерабатывают этот пух, какими свойствами он обладает, и что из него можно сделать, и сколько это стоит. Не забывайте подписываться, если вы хотите поддержать канал, переходите по ссылке в описании.